На протяжении многих лет ARMY лелеяли надежду, хрупкую, тихую, но непоколебимо реальную. И сегодня что-то произошло. Момент настолько неожиданный, настолько интимный, что он остановил миллионы на их пути. Тэхён и Чингук не произносили слова вслух, но то, что они сказали, было громче всего. Это не просто намек. Это похоже на откровение. Готовы ли вы увидеть момент, который заставил сердце ARMY дрогнуть? В тот момент, когда уведомление появилось на экранах ARMY, казалось, что весь фандом вдохнул одновременно. Это не было спланировано. Об этом не объявляли заранее. Это даже не было опубликовано в особенный день. И все же, каким-то образом, это сделало момент еще более личным. Почти так, как будто он не предназначался для всего мира, а только для тех, кто наблюдал, ждал, верил. Сначала Тэхён загрузил простое видео. Нежный клип, снятый в теплом вечернем свете. Его силуэт на фоне окна тихой комнаты. Его голос не был громким, едва слышным шепотом. «Некоторые вещи, — мягко сказал он, — не нуждаются в объяснении. Они просто существуют». Он не улыбался, но в его глазах была теплота, которая ощущалась как тщательно передаваемая тайна. ARMY все еще пытались расшифровать смысл, когда через несколько минут в сети появился Чингук. Его пост был не видео. Это была фотография, на первый взгляд, обычная. Браслет. Тот самый браслет, который Тэхён носил много лет назад в одном из закулисных клипов. Осознание распространилось среди фанатов, как тихая ударная волна. Чингук не просто постил, он отвечал. Не словами, а тем, что значило бесконечно больше. И тут история начала разворачиваться. Через несколько часов они появились во время короткого прямого эфира. Тэхён выглядел расслабленным, откинувшись на стуле, рассеянно играя рукавом своего свитера. Чингук присоединился с той полузастенчивой, полуигривой улыбкой, которая всегда появлялась у него, когда он входил в пространство, к которому не был до конца готов. Воздух между ними искрился, не громко, не драматично, но так, как ощущалось тепло, знакомо, несомненно их. «Хён», — тихо сказал Чингук, взглянув на Тэхёна, — «ты сегодня кое-что запостил». Тэхён слегка пожал плечами, дразня. «Разве?» Но его глаза смягчились. «Думаю, ты понял». Чингук не ответил сразу. Вместо этого он поднял запястье и показал браслет, нежно поглаживая бусины кончиками пальцев. «Я не храню вещи без причины», — сказал он, его голос был ровным, но с более глубоким смыслом. «Некоторые вещи остаются, потому что они важны». Тэхён посмотрел на него, действительно посмотрел, не быстрыми взглядами с концертов, не игривыми толчками. Этот взгляд был медленным, искренним, тяжелым от значения. «Ты хранил это все это время?» Тихо спросил он. Чингук кивнул. «Конечно, хранил». Тишина между ними была громче, чем вся трансляция. ARMY перестали дышать. Тэхён слегка наклонился вперед, положив локти на стол, золотой свет заката смягчал его черты. «Иногда, — задумчиво сказал он, — люди не замечают то, что было прямо перед ними с самого начала». Чингук тихо рассмеялся. «Людям нравится усложнять». «А тебе нет?» Поддразнил Тэхён. «Усложняю», — признал Чингук, улыбаясь. «Но не в этом». Выражение лица Тэхёна смягчилось, нежное, искреннее, честное, почти хрупкое. «Хорошо», — прошептал он. Эфир продлился недолго. Они ничего не объясняли. Тэхён взял свою гитару, перебирая случайные аккорды, пока Чингук напевал. Им не нужно было больше слов. Их комфорт, их легкость, их беззащитное совместное существование. Этого было достаточно. Перед завершением Чингук взглянул на Тэхёна. «Хён,
хочешь что-нибудь сказать, прежде чем мы уйдем?» Тэхён посмотрел на него, затем в камеру и мягко улыбнулся. «Иногда, — сказал он, — намека достаточно, если вы были внимательны». И на этом экран погас. Но мир взорвался. ARMY не просто реагировали, они дрожали, пересматривали, анализировали каждую деталь, собирали каждую подсказку из прошлого. Потому что это не ощущалось как фан-сервис. Это не ощущалось как сценарий. Это ощущалось как настоящее, тихое, намеренное, общее. Это не было случайностью. Это не было совпадением. Это был выбор Тэхёна и Чингука показать то, что они хранили годами. Не подтверждая, не отрицая, просто позволяя правде дышать. Позже той ночью, за кулисами в тихом коридоре, они сидели вместе. Только гул торговых автоматов наполнял воздух. «Мы сказали слишком много», — тихо спросил Чингук, барабаня пальцами по браслету. Тэхён откинул голову назад. «Мы ничего не сказали. Мы просто не прятали». «Похоже на одно и то же», — пробормотал Чингук. «Ты жалеешь об этом?» — спросил Тэхён. «Нет», — мгновенно ответил Чингук. Губы Тэхёна изогнулись в слабой улыбке. «Хорошо». Чингук сдвинулся, прислонившись плечом к плечу Тэхёна, не драматично, не намеренно, естественно, как будто гравитация поместила его туда. Тэхён не отодвинулся. «Знаешь», — пробормотал Чингук, — «они будут разбирать каждую секунду». «Они всегда это делают», — мягко сказал Тэхён. «Но меня волнует не это». «Тогда что?» «Меня волнует, что однажды мы оглянемся на такие моменты, как сегодняшний, и пожалеем, что не были смелее». Чингук сглотнул. «Хён, ты был смелым сегодня вечером». «И ты тоже», — прошептал Тэхён. «Если мы продолжим быть смелыми», — тихо спросил Чингук, — «как ты думаешь, что произойдет?» Взгляд Тэхёна смягчился. «Я не знаю. Но, думаю, это будет то, от чего нам не придется убегать». Они погрузились в тишину, теплую тишину, ту, что говорит все, не нуждаясь в словах. Следующее утро наступило слишком быстро. Тэхён проснулся от постоянной вибрации телефона. Сообщения, звонки, уведомления. Прежде чем он успел что-либо открыть, раздался стук. Знакомый стук. «Выйди я», — сказал он. Чингук вошел, в худи, растрепанный, с усталыми глазами. «Ты проснулся», — пробормотал он. «Едва. А ты?» «Не мог уснуть. Все думал». «О чем?» — спросил Тэхён. «О прошлой ночи», — признался Чингук. Он сел на край кровати, нервно теребя рукав. «Мы усложнили ситуацию или прояснили?» «Я еще не знаю», — честно сказал Тэхён. «Но я не жалею об этом». Чингук выдохнул, облегченный, хрупкий звук. «Хорошо. Я тоже». «Хён», — продолжил Чингук, — «что, если сегодня все станет сложным?» «Тогда мы справимся с этим», — спокойно сказал Тэхён. «Вместе». Тэхён встретился с ним взглядом. «Вместе». После минутного молчания Чингук добавил: «Есть кое-что еще». Тэхён поднял глаза. «Я видел фанатов возле здания прошлой ночью», — медленно сказал Чингук. «Они не были злыми. Они были эмоциональными. Как будто они, наконец, что-то поняли». Дыхание Тэхёна замедлилось. «Как ты думаешь, они ожидают от нас чего-то?» «Я не думаю, что они ожидают», — ответил Чингук. «Я думаю, что они узнают». «Узнают что?» «То, как мы смотрим друг на друга». Слова сильно задели Тэхёна. Он протянул руку, поглаживая большим пальцем браслет,
который Чингук все еще носил. «Ты не боишься?» – прошептал Тэхён. Чингук покачал головой. «Никогда ты рядом со мной». Грудь Тэхёна сжалась. «Что бы ни случилось сегодня, мы встретим это так же, как прошлой ночью. Плечом к плечу. Плечом к плечу». Когда Чингук наконец встал и потянулся к двери, Тэхён остановил его. «Чингук». Чингук обернулся. Голос Тэхёна смягчился. «Что бы там ни случилось, не иди за мной». «Почему?» — тихо спросил Чингук. «Иди рядом со мной». Чингук подошел ближе, глаза теплые, голос едва слышный шепот. «Всегда». И они вышли плечом к плечу.